Под палящим солнцем Сахары бескрайняя песчаная равнина укрывает свои тайны, словно загадочные вуали прошлого. Совсем недавно среди этих безжизненных дюн было обнаружено нечто поразительное. Танк, который, казалось, исчез в небытие во время Второй мировой войны. Эта находка заставила исследователей со всего мира обратить свои взоры на Сахару, ведь данное открытие обещает изменить наше понимание о военной истории. Танк, выглядывающий из песка, сперва не привлекал внимания своей внешностью. Типичная груда железа, объятого временем и песком. Однако, шаг за шагом, освободив его от многолетнего плена, исследователи начали замечать детали, которые выбивали эту машину из привычного ряда реликвий войны. Сама конструкция танка была поразительно необычной. Каждый элемент его корпуса, обветренного и ржавого, указывал на передовые разработки своего времени. Внутри скрывалось больше загадок. От металла, явно не характерного для 40-х, до сложных приборов, о которых военные инженеры того времени и мечтать не могли. Самым поразительным оказалось наличие дневников экипажа, аккуратно сложенных внутри металлического ящика. Годы прошли, но записи, будто совершившие путешествие во времени, остались нетронутыми. Эти дневники, написанные рукой тех, кто управлял танком, стали ключом к разгадке невероятной истории машины и ее команды. Каждая страница открывает окно в прошлое, обещая рассказать о целях и судьбе тех, кто был на борту. Но это лишь начало. Внимательное изучение машины продолжает поражать воображение. Изнутри танк выглядит так, будто его создатели предвосхитили будущее, оставив потомкам наследие инженерного мастерства. Вместо привычных приборных панелей и механических рычагов, что ожидались в конструкции того времени, под слоем пыли обнаружились удивительные технологии. На центральной панели расположено устройство, напоминающее современные компьютеры с экраном и кнопками, которые явно выходят за рамки технологий 40-х. Это сразу вызывает вопрос: как такое возможно? Основные механизмы машины тоже необычны. Внутри двигательного отсека исследователи обнаружили детали, которые могли бы быть частью современных гибридных систем. Глядя на них, сложно поверить, что это создано более 80 лет назад. Среди находок также оказались провода и компоненты из материалов, которые только недавно начали использовать в военной технике. Но самое громкое открытие — это система навигации. Она не просто сопоставима, а в некоторых аспектах превосходит сегодняшние технологии. Комплексная сеть сенсоров и анализаторов, способных ориентироваться в пространстве, напоминает системы управления, которые начали разрабатываться всего несколько десятилетий назад. Эти открытия наталкивают на размышления о том, что этот танк действительно опередил свое время. Но что за гениальные умы стояли за этой разработкой? Размышляя о тех, кто управлял этим чудом техники, становится ясно, что перед нами не просто боевая машина. Машина времени или продукт внеземного вмешательства. Каждая версия достойна обсуждения. Но не стоит забывать, что это лишь вершина айсберга. На горизонте все еще маячит туман загадочной миссии, которую выполнял этот экипаж. Впереди исследователей ждут не только тайны технологий, но и история людей, оставивших свои дневники и следы в этом затерянном веке. Каждая страница дневника, найденного внутри танка, словно открывает дверь в прошлое, рассказывая о том, кто были эти люди и что они пережили. Пожелтевшие от времени листы тесно исписаны рукописными заметками, которые оставили члены экипажа. Первые записи датируются началом Второй мировой и погружают нас в жизнь экипажа, их повседневные заботы и мысли. Мы видим описание испытаний, с которыми они сталкивались, начиная от нехватки продовольствия до бесконечных песчаных бурь. Из дневников мы узнаем об инженере по имени Томас, человеке, который, похоже, отвечал за техническое обслуживание танка. Его записи полны технических деталей и подсказок о необычных модификациях, которые давали танку такие невероятные возможности. Также упоминается капитан Хьюз, который вел записи о миссии, указывая на особую цель. Цель, что до сих пор остается загадкой из-за неясности и путанности в его описаниях. Особенно запоминается дневник механика Джима, который живо описывал эмоции и обстановку в машине. Благодаря его заметкам мы чувствуем напряжение и страх, когда танк застрял в песках, и решения, которые экипаж принимал, чтобы выжить. Неожиданно реальные чувства людей оживают на страницах, добавляя человеческое измерение к этому технологическому чуду. Интересно, что в последних записях Томас выражает обеспокоенность насчет неисправностей, которые, кажется, не поддавались объяснению. Эти упоминания подчеркивают таинственность ситуации. Что могло вызвать эти аномалии? Может быть, это связано с уникальной технологией танка? Каждый найденный дневник — это шаг ближе к раскрытию невероятной истории, тайно скрытой в песках. Эмоции и страхи, решения и сомнения — все это делает экипаж более чем просто частью машины. Их история — это не просто страница истории, а живая ткань человеческих судеб, сплетенная с неизвестным. Следующие находки могли бы пролить свет на личные мотивы каждого, кто стоял за рулем этой таинственной машины.
Каждое новое открытие в дневниках, казалось, приближало нас к пониманию истинного назначения этого необычного танка. Открытие записей капитана Хьюза внесло ясность в цели их миссии. Было очевидно, что экипаж не просто выполнял стандартное задание. В его записях упоминалось некое секретное задание с указанием на важность достижения пункта назначения, который находился далеко за пределами их текущего местоположения. Хьюз описывал сложности, связанные с добычей навигационных данных и сохранностью их миссии в тайне от врагов. Помимо этого, из дневников следовало, что маршрут экипажа во многом зависел от соблюдения строгих указаний. Однако по мере продвижения через пустыни условия становились все более экстремальными. Запасы продовольствия истощались, а песчаные бури делали их путешествие невыносимым. Однажды, по словам капитана, они отклонились от маршрута из-за механического сбоя, что еще больше усложнило их положение. Однако события приняли новый поворот, когда из записей стало ясно, что экипаж осознавал важность своей миссии для военных стратегий, несмотря на то, что они были полностью изолированы в пустыне. В одном из дней они получили радиосообщение, содержащее шифр, который до сих пор остается непонятным. Этот загадочный сигнал был последней связью с командованием, прежде чем связь окончательно оборвалась. Эта деталь подтверждала, что их миссия, возможно, имела далеко идущие последствия, выходящие за рамки простой боевой операции. В смятении они попытались восстановить контакт, но безуспешно. Вне досягаемости и без надежды на поддержку они должны были полагаться на свои технические навыки и решимость, чтобы выжить и выполнить задачу. Тайна назначения танка окутана неизвестностью, и их отчаянные усилия оставляют за собой больше вопросов, чем ответов. Впереди еще были скрытые открытия, ожидавшие своего часа в недрах загадочной машины. Пока исследовательская команда продолжала углубляться в конструкцию танка, они столкнулись с рядом невероятных и непредсказуемых открытий, которые бросали вызов всему, что они знали о технике Второй мировой войны. Первое, что поразило, это необычные материалы, из которых были сделаны некоторые детали. Они были легче, но при этом невероятно прочные, что наталкивало на мысль, что инженеры использовали уникальные композиты, которых в те времена просто не существовало. Особое внимание привлекла система охлаждения двигателя. Вместо традиционной водяной системы использовалась сложная сеть труб из легкого металла, которая напоминала современные воздушные системы охлаждения. Это обеспечивало надежную работу двигателя даже в условиях экстремальной жары пустыни, что само по себе было настоящим инженерным подвигом. Однако наиболее интригующей находкой стали механизмы стабилизации. Они были встроены в подвеску танка, что обеспечивало ему невероятную маневренность и устойчивость на пересеченной местности. Современные технологии самоцентрирования роторов и амортизаторов, которые применяются в сегодняшних внедорожниках и военной технике, казались удивительно похожими на системы, обнаруженные в этом танке. Находка этих технологий в машине из 40-х вызывала недоумение и восхищение одновременно. Эти механизмы обеспечивали танку невероятные преимущества, делая его непобедимым на поле боя. Каждый элемент машины свидетельствовал о передовом подходе к военной технике, который опередил свое время. Но самое интригующее было впереди: как эти технологии могли быть разработаны и применены в такие сложные времена. Исследователи были полны решимости раскрыть все секреты, скрытые в этой загадочной машине. Современные военные разработки часто основываются на открытиях прошлого, и найденный танк подтверждает эту концепцию. Внутри машины были обнаружены приспособления, которые опередили свое время более чем на полвека. Исследователи заметили сложные системы, напоминающие те, что только начали разрабатываться в последние десятилетия. Их изучение может предоставить уникальные инсайты, которые актуальны даже для современных инженеров. Одним из ключевых аспектов оказался механизм защиты, который использовал принципы активной защиты. Современные танки начали применять подобные технологии лишь недавно, однако в этой машине они уже были в зачаточном состоянии, что давало ей преимущество на поле боя. Технология, позволяющая улавливать и нейтрализовать приближающиеся угрозы, считалась фантастикой для 40-х, однако здесь она была реализована в начале. Кроме того, двигательная система танка включала в себя компоненты, которые сегодня можно встретить в гибридных двигателях. Использование электрических элементов для повышения производительности и снижения расхода топлива также было невероятным прорывом для того времени. Подобные технологии сейчас влияют на направление развития не только военной, но и гражданской техники, включая автомобили и авиацию. Особого внимания заслуживает система навигации танка. Использование сенсоров и аналитических алгоритмов, интегрированных с картографическими данными, предвосхищает современные подходы к навигации, которые используются в самых передовых системах. Это подтверждает, что гениальные умы, работавшие над танком, определенно создали технологию будущего. Эти открытия показывают, что даже в условиях войны продолжается стремление к прогрессу. Подобные технологии могли бы значительно изменить ход истории, если бы были известны
известны раньше. Однако теперь, спустя десятилетия, они могут стать основой для новых достижений в области инженерии и военных технологий. Танк, найденный в Сахаре, оказался не только свидетелем прошлого, но и вестником будущих возможностей, которые предстоит раскрыть. Научная и историческая значимость этого открытия переоценить невозможно. Найденный в Сахаре танк, словно мост между прошлым и будущим, стал настоящей сенсацией в мире военной истории и инженерии. Для историков это уникальный артефакт, который предлагает новый взгляд на развитие военной техники в период Второй мировой войны. Исследователи уже начали анализировать и сопоставлять найденные технологии с теми, что были известны в то время, и пришли к выводам, что многие из них опередили свое время на десятилетия. Уже сегодня инженеры используют информацию, полученную при изучении танка, чтобы анализировать и оптимизировать современные разработки. Использование легких и прочных материалов в конструкции танка способствует разработке новых композитов, которые могут значительно улучшить прочность и устойчивость современных транспортных средств. Выводы, сделанные из анализа системы охлаждения и стабилизации, также нашли применение в создании более эффективных и надежных систем для различных видов техники. Дневники экипажа позволили не только пролить свет на их личные истории, но и помогли понять, каким образом они смогли управлять этой сложной машиной в условиях пустыни. Эти записи становятся ценным пособием для военных училищ, где будущие офицеры изучают стратегии и техники управления транспортными и боевыми машинами в экстремальных условиях. Кроме того, находка заставила научные круги пересмотреть множество вопросов о существующих технологиях и способах их применения в современном мире. Возможности, представленные данной машиной, открывают новые горизонты для исследований и разработок. Важно понимать, что это открытие не только часть истории войны, но и фундамент для создания новых технологий и методов. Таким образом, танк, обнаруженный в Сахаре, не только разгадал множество тайн прошлого, но и стал катализатором будущих технологических прорывов, которые смогут изменить наше представление о возможностях инженерии и военной стратегии. Однако найденный в Сахаре танк — это не просто артефакт прошлого. Его обнаружение послужило искрой для будущих исследований. Эта машина, словно капсула времени, доставила технологии из будущего в прошлое, заставляя современных инженеров и ученых пересмотреть свои представления о возможностях прошлого века. Инженерные команды по всему миру уже начали изучать найденные технологии, стремясь интегрировать их в современные разработки. Уникальная система навигации, оказавшаяся в танке, стала катализатором для создания более точных и надежных навигационных систем, способных работать в экстремальных условиях. Это открытие вдохновило на новые подходы в картографии и ориентации, которые сегодня могут использоваться не только в военной отрасли, но и в коммерческих приложениях. Кроме того, легкие и прочные материалы, обнаруженные в конструкции танка, привели к разработке новых композитов, которые могут изменить облик современного автопрома и авиации. Композитные материалы, способные выдерживать высокие нагрузки, обеспечивают более высокую устойчивость и эффективность транспортных средств. Эти достижения делают машины более маневренными и долговечными, что в свою очередь влияет на их эксплуатационные характеристики. Научное сообщество уже начало использовать эту информацию для улучшения принципов проектирования военной техники. Принципы активной защиты, найденные в танке, могут быть усовершенствованы и адаптированы для современных нужд, обеспечивая безопасность и выживаемость в условиях боя. Эти разработки могут революционизировать подходы к обороне и защите военных объектов в будущем. В заключение, обнаруженный танк не просто разгадал множество исторических загадок, но и открыл новые двери для исследований и разработок. Исследователи смотрят в будущее с надеждой, что такие технологии позволят создать более безопасный и эффективный мир. Машина, скрытая в песках столько лет, стала не только свидетелем прошлого, но и маяком, указывающим путь к новому технологическому прогрессу.